Привет, друзья! Сегодня мы отправимся в одно из самых загадочных и неизведанных мест на нашей планете – Антарктиду. Этот ледяной континент, покрытый толщей льда толщиной в несколько километров, хранит в себе тайны, которые будоражат умы ученых, исследователей и даже любителей теорий заговора. От странных природных феноменов до находок, которые заставляют задуматься о прошлом Земли и даже о жизни на других планетах, Антарктида полна сюрпризов. В этом видео мы разберем самые интригующие открытия, отделим факты от мифов и попробуем понять, почему этот континент так важен для науки и человечества. Погнали! Начнем с одной из самых популярных загадок Антарктиды – таинственного дверного проема, обнаруженного в центре континента. Если вы хоть раз листали ленту в интернете, то, возможно, видели эти фотографии. Четкий прямоугольный проем в ледяной скале, который выглядит так, будто его вырезали с хирургической точностью. Теории вокруг этой находки разлетелись, как горячие пирожки. Одни говорят, что это вход в мифическое подземное царство Агарту, о котором рассказывают древние легенды. Другие уверены, что это портал, прямо как в «Звездном пути». А самые смелые даже предположили, что это убежище снежного человека, которого, конечно же, зовут Бигфут. Но что говорит наука? Ученые объясняют этот проем довольно прозаично. Это естественное образование, созданное движением льда вокруг скальных пород. Лед в Антарктиде постоянно движется, сжимается и растягивается. И такие процессы могут формировать удивительные структуры. Но согласитесь, даже зная научное объяснение, этот дверной проем выглядит жутко интригующе. Однако дверной проем – это только начало. Антарктида полна находок, которые вызывают бурные споры. Например, в 2019 году спутниковые снимки показали объект, который окрестили ледяным кораблем. Представьте себе, 400-футовая структура, похожая на гигантский корабль, застрявший во льдах. Интернет тут же взорвался теориями. Кто-то говорил про секретные военные базы, кто-то про инопланетные артефакты. Но когда ученые изучили снимки, оказалось, что это просто айсберг необычной формы, созданный ветром и течениями. Тем не менее, такие находки заставляют задуматься, как природа может создавать объекты, которые выглядят рукотворными. Еще одна интригующая история – это так называемая пирамида в Антарктиде. Когда снимки этой структуры попали в сеть, многие сразу же начали говорить о древних цивилизациях, которые якобы построили пирамиды на этом континенте. Но геологи быстро охладили пыл конспирологов. Это не пирамида, а просто гора. Часть горной цепи Элсуорт длиной 250 миль. Ее форма – результат эрозии и движения льда. Но все равно интересно, почему природа так любит дразнить нас, создавая формы, которые напоминают человеческие постройки? Теперь давайте заглянем под лед. Антарктида – это не только бескрайние ледяные поля, но и целый скрытый мир. Одно из самых впечатляющих открытий – гигантский подледный каньон, который по своим масштабам напоминает Гранд-каньон в Соединенных Штатах Америки. Его обнаружили с помощью робота-исследователя, и ученые до сих пор изучают, как он сформировался. Этот каньон – доказательство того, что подо льдом Антарктиды скрывается сложный ландшафт, о котором мы почти ничего не знаем. Еще одно удивительное место – озеро Энигма. Это подледное озеро, где под многокилометровой толщей льда находится слой жидкой воды. Ученые пробурили лед и обнаружили там уникальные микроорганизмы, которые живут в полной изоляции миллионы лет. Это открытие стало сенсацией, потому что такие находки дают надежду на то, что жизнь может существовать в экстремальных условиях, например, на Марсе или спутниках Юпитера, таких как Европа. Кстати, о жизни. Антарктида – это не только лед и снег. Около 90 миллионов лет назад этот континент был покрыт тропическими лесами. Да, вы не ослышались. Ученые нашли окаменелости растений и даже следы древних деревьев, которые доказывают, что Антарктида когда-то была зеленым и теплым местом. Это заставляет задуматься, как изменился климат нашей планеты и что ждет нас в будущем. Теперь перейдем к одному из самых зрелищных явлений Антарктиды – кровавому водопаду. Это место выглядит как кадр из фильма ужасов. Из ледника течет вода ярко-красного цвета, похожая на кровь. Первое, что приходит в голову – это что-то сверхъестественное. Но наука снова дает объяснение. Цвет водопада обусловлен высоким содержанием железа в соленой воде, которая выходит из-под льда. В этой воде живут уникальные бактерии, которые приспособились к экстремальным условиям. Это еще одно доказательство того, что жизнь невероятно устойчива
и может существовать там, где, казалось бы, это невозможно. Еще одно место, которое поражает воображение – сухие долины Макмердо. Это одно из самых засушливых мест на Земле, где почти не бывает осадков. Здесь нет снега, нет льда, только голые скалы и песок. Ученые называют это место марсианским ландшафтом. И не зря. Именно здесь Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства тестирует оборудование для марсианских миссий. Сухие долины – это как окно в другой мир, где можно изучать, как могла бы выглядеть жизнь на других планетах. Антарктида также славится своими обитателями. Например, императорские пингвины – настоящие герои этого сурового континента. Недавно ученые обнаружили новые колонии этих птиц, ориентируясь на следы их помета, которые видны даже из космоса. Это открытие показывает, как технологии помогают нам узнавать больше о природе. Но если пингвины – это милые и знакомые существа, то в антарктических водах обитают настоящие монстры. Например, морские пауки размером с обеденную тарелку. Эти создания выглядят как что-то из фантастического фильма, но они реальны. Глубоководные существа Антарктиды – это отдельная тема для разговора. Их уникальная физиология и способность выживать в ледяной воде заставляют ученых пересматривать наши представления о жизни. Одно из самых красивых явлений Антарктиды – это полосатые айсберги. Представьте себе айсберг, на котором чередуются полосы голубого, зеленого, коричневого и даже черного цветов. Эти полосы образуются из-за разных условий замерзания воды и примесей, таких как водоросли или минералы. Такие айсберги – это как природные картины, которые напоминают нам, насколько сложна и прекрасна природа. Теперь давайте поговорим о том, что делает Антарктиду такой важной для науки. Подо льдом этого континента скрывается целая сеть подледных рек и озер. Недавно Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства обнаружило 2 новых подледных озера, используя спутниковые снимки. Эти озера – часть сложной системы, которая влияет на движение льда и даже на глобальный климат. Ученые считают, что изучение этих систем поможет нам лучше понять, как будет меняться уровень моря в будущем. Но, пожалуй, самое захватывающее – это то, что Антарктида дает нам подсказки о возможности жизни за пределами Земли. Микроорганизмы, найденные в подледных озерах, показывают, что жизнь может существовать в условиях, которые мы раньше считали непригодными. Это открывает новые горизонты для астробиологии и поисков жизни на других планетах. Антарктида – это место, которое постоянно удивляет. Каждый год ученые делают новые открытия, которые заставляют нас переосмысливать историю Земли и наше место во Вселенной. Но этот континент остается одним из самых малоизученных уголков нашей планеты. Под толщей льда скрываются тайны, которые мы только начинаем раскрывать. И кто знает, какие еще сюрпризы ждут нас в будущем. Друзья, что вы думаете об Антарктиде? Какие из этих загадок вас удивили больше всего? Пишите в комментариях, ставьте лайк, если видео было интересным, и подписывайтесь на канал, чтобы не пропустить новые выпуски. Антарктида – это напоминание о том, что наш мир полон чудес, и мы только в начале пути к их пониманию. До встречи в следующем видео.